Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков. Наш любимый гриммер танков от Лесты Гейм. Сегодня у нас на обзоре советский тяжелый прем танк 8-го левела Кировец 1. Да, полноценный гайд и обзор сегодня по данной тачке. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем. И начинаем, конечно же, с бронирования. Погнали. Итак, господа, Collision модель нашего Кировец 1, он очень похож по корпусу на объект 730 двухстволки. Вот сейчас посмотрим, броня какая у нас, имбовая, либо нет. НЛД. Ну, честно говоря, 191 это неплохо. Смотря как снаряд будем встречать, уже вот видите, броня добавляется. И обычным типом снаряда некоторые танки, ИСы-5, 6, там всякие Краслеры, нас уже обычным снарядом сюда и не пробьют. Касаемо ВЛД. 242, 258, и это нам намекает на то, что опять же наши конкуренты на 8-м левеле, мы не говорим про девятки и десятки, обычными типами снарядов нас сюда пробивать вообще не будут. Некоторые даже голдой не будут. Касаемо башни, у нас сферическая башня, соответственно маска орудия у нас 500, вот по краям, так, не туда поглядел, да, кругляк 195, ниже 400, 243, 400, тут ну по-разному, маску ему лучше не целить, можно попасть в неудобное место. Вот здесь 245, вот эти места 390, 200, 300, 299 точнее, 300. Так, ищем ослабленные места. Вот они, 230. И вот эта щека 220. Ну, там в районе 230. Все остальное зашито прям люто. В целом башня-то очень крепкая. Верхняя планочка 50. По правилу 3 калибров только от 150 пробивается. Лючки 213 и 213. И это достаточно неплохо. Ну, потому что, опять же, как будет входить снаряд. То есть лючки есть. Что тут глупо это отрицать, они есть. Но они, во-первых, маленькие и имеют неплохую приведенную броню. Борт у нас в нижней части прямой, а надгусеничная полка у нас гнутая. Соответственно, брони здесь сотка. Естественно, танкует по-королевски от борта. Да, подставляет щеку, в которой 266, попробуй пробей. От борта идеально играет данный агрегат. С броней разобрались, смотрим орудие. Орудие у нас 8-го левела. Вот, 390 стандарт альфа, у нас 122 мм, Д25ТА пушечка, 221 пробитие на основном, 270 на голде хорошее пробитие, заряжается 13 секунд, более-менее для такой альфы, 1800 ДПМ, точность не самая лучшая, но это все-таки танк прорыва, ближнего боя, 0,45, время сведения немного некомфортно, 3,1 секунды. Полевая модернизация. Кстати, можем повысить. Так, раз и даже два. Так, это отключаем. Вездеходная ходовая нас интересует во втором блоке. В четвертом блоке открываем огневую мощь. Сведение почти 3 секунды. Надо качать притирку шестерни наведения. Звукоизоляцию в пятом блоке. И здесь либо огневую мощь, либо мобильность. Я вот катаю без турбины. Я знаю, многие на Кировце 1 катают с турбин. Поэтому я бы рекомендовал поставить огневую мощь. Вот у меня здесь досл, закалка и стаб. Снаряды основной у нас, к сожалению, подкалиберные. Я не очень люблю эти снаряды. Лучше бы здесь ББХ была. Хорошая скорость полета снаряда 1400, 820 скорость полета снаряда на голде. Это кумулятивный снаряд. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, я, значит, 4 члена экипажа. Перки наблюдайте перед собой в табличке. По огневой мощи в целом хорошая скорость полета снаряда, хорошее пробитие, хорошая альфа. Но у нас нету УВН от слова совсем. Углы вертикальной наводки минус 5, хуже не придумаешь. И это единственный минус, по сути, по пушке, не считая то, что стаба, это советский танк. Естественно, стабилизация такая себе. Ну и все равно время сведения тоже. Но для ближнего боя, в принципе, можно обойтись и такими цифрами. По ХП 1730, в пределах нормы.
По мобильности у нас все более-менее, даже без турбины. Он вперед едет 42, назад 20. Почти 15 лошадей на тонну. Нормально он набирает максималку. Нормальная, вот прям в кавычках, нормальная у него подвижность. По обзору у нас 387 метров. Ну, совок и совок. Тяжелый танк. Еще раз. У нас игра идет от брони. У нас хорошая ВЛД, хороший борт. Вот. У нас достаточно крепкая башня. Не пробивает с планки и сложно выцеливаемые с какой-то броней лючки. Поэтому это действительно танк прорыва, и играть надо на первой линии, давить на этой машине. Вот. Либо держать фланг, играя от борта, если карта там не рельефная. На рельефных картах с таким УВНом на этом танке будут проблемы. И это факт. Отправляемся в бой, смотрим, на что, собственно, Кировец-1 способен. Так, господа, обзор боем у нас. Кировец-1, советский, прям тяжелый танк 8 левела. Что у них там есть? Эмили, тыры-пыры, трутлы, чериатер. Ух, ПТ много. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. УВНов у нас единственное нету. Вот это беда, да. По низу прокатиться, что ли? Все, разгоняем наш паровоз. Прокатимся по воде. Хоп, прыжок. Все, прыжок веры. Так, меня только Су-152 собирается прикрывать. Это прискорбно. А если они толпой поедут? Мне это уже не нравится. Я уже туда не хочу. Все, туда не едем. Ну что это такое? А, БЗшка поехал. Ну ладно. Если БЗшка поехали тогда. Все, раскочегариваем. Мы не одни. Вот у ВНов нету, это грустно. Вкатываем. Все, отдали. Не, ну а как? Он сам приехал, сам просил, мы приехали ему. На его просьбу откликнулись. Здрасте. Так, так, так. Ну-ка, ну-ка. Не наглей. Че это такое? На нас нападают. Ага. Ой, это я попал в ИСа М, а хотел в Т-29. Как-то нечестно это. Все. Эу, ты что делаешь? Ты погляди, что исполняет. Дебил. Кто там? Чериатер? Там Чериатер исполняет. Вот тебе. Видишь, как тебя наказали? Чтоб ты не безобразничал. Все, едем светить. Где там Чериатер? Дайте нам Чериатера. Оп, засветились. Счет 11-5, надо настреливать. Что это такое там сзади было?
Лопнул он наконец-то. Башку пробили ему. Арту засветили. Привет, привет. Все. Так, где там артовод вонючий? Топиться поплыл. Ну что вообще происходит с этими союзниками? Все, убили. 2600, 350, ну суммы 3К сделали. Кировец 1. Да, в бою против семерок, безусловно, 3 фрага. Но если еще не был... Как же союзные твари мешают играть? Вот зачем он меня выталкивал? Еще включил свои эти петарды. Что за танк можно сказать? Ну, у нас есть броня. Броня. Какая-никакая. Ах ты, 4 фрага, и мы на втором месте. Первый не заняли. Ладно, есть броня. Нету УВН. Есть, в принципе, крепкая башня. Без уязвимости сильных. Вот, от борта хорошо играет. Совок. Крепкий совок на манер двухстволки 730-го объекта. На манер, не знаю, ИСа-3, но с лучшим бронированием корпуса. Тачка годная на самом деле. Я переобулся, раньше говорил, что Кировец 1 говно-говно. Я на нем так немного покатал, распробовал и в принципе, ну, играть на нем по сути можно. Ребят, у кого есть Кировец 1, пишите свои комментарии, как вам эта машина нравится, не нравится. Вот, какие ощущения от нее, какой вы используете оборудование, может, что-то с турбиной ездит. Вот, я по 5-бальной системе 4 все-таки поставлю, в прошлый раз занизил, сейчас распробовал. Любую тачку надо распробовать. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.